Друзья, в последнее время появилось очень много типовых вопросов от новичков-владельцев Lowrance. В этом ролике я постараюсь ответить на самые часто задаваемые. Итак, начнем. Я купил эхолот, подключил, эхолот не показывает глубину и датчик не работает. Ладно, сейчас я поясню вам за датчик. Итак, первое, что нужно учесть, это то, что датчик 3 в одном, как HD, так и Active Image, подключается строго во второй канал. На бюджетных эхолотах, таких как Elite FS, имеется всего лишь одно гнездо для подключения датчика. Тут вряд ли что можно напутать. А вот у серии HDS на борту имеется два разъема для подключения датчика. Канал 1, как правило, отмечен синим цветом. У HDS Live целиком разъем синий и синяя гайка. А вот на эхолотах HDS Pro мы наблюдаем, что первый канал отмечен синей гайкой. Но в последнее время появились партии эхолотов, на которых отсутствует выделение каким-либо цветом первого канала. Видать, дела у америкосов такие плохие, что из доступных красителей осталась только сажа. Ладно, второй канал. Запоминаем. 3 в одном, строго во второй канал. Независимо от цвета. Считаем слева направо. 1, 2. Второй канал для датчика 3 в одном. 2. Первый канал существует для датчика живого взгляда и для классического сонара. То есть, если вы подключите датчик 3 в одном непосредственно в первый канал, он будет работать, но как простой сонар, а боковики и нижнее сканирование работать не будут. Итак, вы правильно подключили датчик 3 в одном. Теперь включаем эхолот. При первом включении аппарата, а также после обновления прошивки, датчики в эхолоте на всякий случай выключены. Их необходимо запустить. Заходим в нужное сканирование, например, в боковое, больше опций, и видим, что датчик остановлен. Тыкаем пальцем в кнопку «Остановить датчик». Все, боковики работают. То же проделываем и с классическим сонаром. Открываем иконку с названием «Эхолот», больше опций и запускаем датчик. Как правило, этого вполне достаточно. Теперь я покажу вам, как проверить канал, к которому подключен датчик. Идем в настройки, эхолот, установка, источник. И тут мы видим, что подключен один датчик. В нашем случае Active Image 3 в одном, подключенный непосредственно к каналу 2 эхолота. Все правильно. Если вы видите в этой надписи CH1, значит датчик 3 в одном подключен не в тот канал. В этом случае необходимо выключить эхолот и переключить датчик на канал 2. Кстати, если датчик стоит в неправильном канале, то эхолот сам предупреждает об этом, выдавая вот такую надпись при попытке включить нижнее или боковое сканирование. Но у нас народ почему-то не читает, а сразу закрывает все предупреждения. Вот такой мы народ. Итак, датчик во втором канале, и вроде все работает. Следующий часто задаваемый вопрос. Почему не работает отрисовка глубины? Давайте разбираться. Открываем карту, начнем с Simap. Заходим в Overlay, по-русски наложение, и выбираем Genesis слой. Все. Если датчик стоит правильно, то отрисовка работает. Кстати, обратите внимание на то, что я использую карту памяти сразу с двумя картами глубин – Simap и Navionics. Такую карту вы всегда можете приобрести в магазине Александр Ховрина. Сама карточка U3 10 класса размером 32 гигабайта. SanDisk очень надежная и быстрая. В магазине Александр Ховрина для подписчиков нашего канала предоставляются скидки. Ссылку на магазин найдете в описании. Настоятельно рекомендую. Продолжаем. Navionics. Открываем закладку Overlay и выбираем слой Sonar Chart. Все, отрисовка началась. Далее вопрос. Датчик работает во втором канале, а отрисовки по-прежнему не работают. И на экране не отображаются показания глубины.
Чаще всего это возникает после многочисленных попыток заставить работать датчик 3 в 1 в первом канале. Если эхолот новый, еще без данных, рекомендую просто тупо извлечь карту памяти и сбросить эхолот к заводским настройкам. Если не знаете, как это сделать, чуть ниже я расскажу и об этом. А если аппарат боевой, но не хочется возиться с экспортом-импортом, то сейчас покажу, что делать. Итак, вроде датчик уже правильно установлен, но отрисовки по-прежнему нет. В первую очередь необходимо убедиться в том, что в качестве основного источника классического эхолота выбран датчик 3 в 1, подключенный во второй канал. После чего картплоттером начнут отрисовываться карты глубин. Но информация о глубине по-прежнему не выводится, хотя вроде бы она выведена в наложениях на экран. А все дело в том, что не выбран источник в настройках наложения. Короткое нажатие на клавишу Power, открываем редактирование наложения, изменить, открываем закладку эхолот, глубина, галочка отмечена, разворачиваем под меню, нажимаем источники данных и, как видим, тут выбран датчик из первого канала. Поздравляю, Шарик, ты балбес! Выбираем второй канал. Ну и все. Вроде и не так все сложно, как вы боялись. На всякий случай перезагрузите эхолот. Еще популярный вопрос о датчике. Я поставил датчик задом наперед. Как мне перевернуть изображение в боковом сканировании? Почти все современные эхолоты, работающие с датчиком 3 в 1, имеют возможность размещения датчика и в обратном направлении. Кому как удобней, учитывая конструктивные особенности судна и прочие условия. Допустим, вы разместили датчик в обратном направлении хода движения судна. В этом случае в боковом сканировании вы получите зеркальное отображение относительно реальности. Чтобы это исправить, заходим в меню бокового сканирования, расширенный, переключатель лев-прав, включаем, ну и все. Этого вполне достаточно. Еще вопрос про датчик. Эхолот работает, а боковое сканирование не работает. Понятненько. И снова мы натыкаемся на отказ читать предупреждения. Как правило, это случается на младших моделях. Например, на Elite FS. Дело в том, что когда в традиционном эхолоте выбраны частоты чирп, структурскан отключается и становится недоступным запуск. При этом выводится предупреждение о том, что структурник работать не будет. Для устранения заходим в меню эхолота и выбираем частоту повыше – 200 кГц. Возвращаемся в структурник и запускаем датчик. Всегда внимательно читайте предупреждения. Следующий вопрос. Я что-то сделал, и у меня пропало изображение на экране. На самом деле, изображение у вас никуда не пропало. Просто у вас снизилась яркость или отключилась подсветка экрана. Смотрите фокус. Если произвести несколько коротких нажатий на кнопку включения, то яркость экрана начинает меняться вплоть до полного отключения. Теперь вы поняли, что произошло? Пожалуйста, будьте осторожны и не жмакайте кнопки без разбора. Что делать, если это произошло? На самом деле изображение присутствует, но его ничего не подсвечивает. Теперь на всякий случай нажмем пару раз на крестик, делаем короткое нажатие на кнопку включения и затем выбираем яркость по кругу. Также можно более филигранно выбрать яркость, жмакнув по экранной клавише яркость и, соответственно, вот так ползунком отрегулировать. И кнопкой крестик выходим из экранного меню. К этой теме я хочу еще кое-что добавить. Нередки случаи, когда в астраханскую жару под открытыми лучами солнца эхолот перегревается. Причем, в отличие от 12 и 16 моделей, в которых встроен кулер, девятки и десятки получают солнечный удар куда чаще. В прошивках 22 года при получении перегрева прибор мог зависнуть и отключиться мультитач, и даже мог выйти из строя эхолот, оставив вас без навигации у черта на куличках. В прошивках, начиная с 23 года, при перегреве эхолот выбрасывает предупреждение о высокой температуре и яркость экрана становится минимальной.
При этом поднять яркости не представляется возможность, пока не опустится температура самого эхолота или не перезагрузить прибор. При таком тусклом экране худо-бедно, но можно дойти до места назначения. Поэтому, если с вами это случилось, не паникуйте, все будет хорошо. Главное, всегда читайте, что пишет вам эхолот во всех предупреждениях. А если у вас не русифицированный прибор и вы не владеете, скажем, английским, то можете воспользоваться услугой прошивки в магазине Александр Ховрина. А для тех, кто купил эхолот непосредственно в магазине Александр Ховрина, предоставляется бесплатное обновление прошивки в течение года. Так. Еще популярный вопрос. Как закрыть меню, а то закрывает часть экрана? Серьезно? У вас нет смартфона? Ладно. Вот у нас, допустим, меню. В области меню проводим пальцем слева направо, и меню закрывается. По-моему, все просто. Следующий вопрос. Как сбросить эхолот к заводским настройкам? Итак, если у вас на эхолоте имеются важные для вас настройки, пути, точки, маршруты, то прежде чем сбросить прибор к заводским настройкам, вам необходимо их экспортировать на внешний носитель. Для этого берем пустую флешку microSD размером от 8 до 32 гигабайт и на персональном компьютере форматируем FAT32. Извлекаем из эхолота флешки с картами и отрисовками, ни к чему их засорять, вставляем чистую, переходим на главную страницу, в левом столбце заходим в хранение, нажимаем «Установки базы данных», выбираем в качестве целевой папки чистую флешку, нажимаем «Да» и называем файл с настройками, как нам удобно. Затем идем в закладку «Пункты», «Экспорт», выбираем носитель и папку и называем файл, как нам удобно, и вынимаем флешку. Заметьте, если у вас совершенно новый аппарат или на нем отсутствуют специфические настройки, точки, маршруты, пути и так далее, то экспортировать вам ничего не нужно. Итак, сбрасываем все настройки. Главная страница, нажимаем шестеренку, система, начальные настройки и отмечаем все галочки. После чего жмакаем «Да». Пошла перезагрузка. И вот перед нами совершенно девственный аппарат. Выбираем язык русский, эхолот снова перегружается, принимаем соглашение о том, что если что, то вы берете ответственность на себя и конфигурируем прибор. Метрическая система, озера, регулярная рыбалка, первичная настройка завершена. И выскакивает предложение автоматического поиска источников данных. Ну, пусть поищет. На странице регистрации можно зарегистрировать прибор в Navico. Для этого предварительно создайте аккаунт на сайте Lowrance или Simran. Но помните, если вы житель России, возможно, вам понадобится VPN. Ну, прибор не мой, я пропускаю. Сейчас эхолот работает с настройками по умолчанию. Если у вас новый прибор, то для вас оставлю ссылку в описании на видео, в котором я подробно рассказываю о настройках эхолотов Lowrance. А тем, кто экспортировал настройки, необходимо вставить ранее записанную флешку, хранение, разворачиваем содержимое карты памяти, находим файл с настройками эхолота, нажимаем «Импорт», подтверждаем, ждем перезагрузку. О, все ништяк, мои настройки вернулись, в том числе комбинации. Теперь импортируем мои точки. Хранение, карта памяти, находим файл с точками, импорт, подтверждаем, ну и все, мои точки на месте. Так, если у вас остались вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в нашей телеграм-группе сообщества рыболовов. Ссылку на группу найдете в описании. И на всякий случай еще раз напомню, что в магазине Александр Ховрина действуют скидки для подписчиков нашего канала. Поэтому подписываемся, ставим лайк, жмакаем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Так, вроде бы на все вопросы ответили, да? Вроде, да. Угу. Ты знаешь, что-то аппетит разыгрался. Может, пообедаем? Пойдем обед. Пойдем. Так, на сегодня все. Кошка у нас опять волочку.